Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Павел Щелин на связи прямо сейчас, в прямом эфире. Павел, приветствую вас. И вас приветствую, Александр, с праздником Вознесения, вас и ваших уважаемых зрителей. Ох, вы знаете, я вот заметил, что эти праздники, День вышиванки, да, вот все в вышиванках в Украине. Причем с утра они в вышиванках, а к вечеру уже, скажем так, замутили очень интересную историю с верховенством Украины в истории Руси. Также там напряжение с Беларусью, геополитику будем обсуждать сегодня и, конечно, перспективы, которые за вот этими ударами, очень тяжелыми ударами, взаимными уже, кстати, и напряжением между Россией и Европой, конечно, ну вот очень-очень сложно развидеть. Хотя, действительно, день нужно этот отметить, и, конечно, вот люди, все-таки не забывайте, что вы православные, да, это важно. Те, кто православные, те, кто нас смотрит, конечно же. Друзья, все как всегда, прямой эфир, это возможность задать свой вопрос. Я, если честно, сегодня немножко обескуражен, ну, такие глубокие вопросы вы уже заблаговременно оставили в сообществе YouTube, в клубе зрителей. Пишите, пожалуйста, чат трансляции подсоединим тоже в самом конце. Ну, а пока предлагаю проголосовать вот в таком опросе, чтобы мы потом подвели итоги в самом финале вместе с Павлом. Зачем Зеленский дергает за усы Лукашенко? Значит, и варианты ответов. Боится за Киев, правильно делает. Хочет больше денег от Европы. Хочет поссорить Трампа и Лукашенко. Ну, тут зашито, понятно, да, как бы США через Беларусь, там Россию, в общем, там санкции поснимали, в нормальное общение, а это нужно, да, нужно, чтобы Европе угодить и как-то вот Трампа вот показать, смотри, диктатор. Ну и финальный вариант выпрашивает ядерный удар. Ядерные учения проходят в Беларуси российско-белорусские, в России прошли вот запуски, то есть это все с первыми лицами, они дают команду, ракеты летят, и, в общем-то, сейчас по Украине, по Европе, и, в общем, много вокруг этого разговоров. Но я хотел бы вот эту историю упаковать несколько иначе и с этого начать. Сегодня в вышиванке черно-золотой Буданов выходит там на панели, интервью, в общем, и говорит о том, что Русь — это вообще Украина. А Украины украли историю, а мы, украинцы, должны быть главнее над россиянами, должны им указывать, что делать. А к вечеру было понятно, что и с белорусами тоже. Что вы думаете по поводу этой главенствующей роли Украины среди, ну так я закавычу, трех сестер, хотя раньше можно было не кавычить, и что за странная риторика, Павел? Отличный вопрос, символичная история. Риторика действительно странная, причем даже глубоко внутренне странная, но при этом не новая. Вообще тема Украины как правильной России — это тема не раз всплывала внутри украинского дискурса. И чего греха таить, в теории, то есть если мы вот пытаемся абстрагировать эмоции и пытаемся играть за ту или иную сторону, это был бы самый сильный ход. Да? То есть Украина, которая строит себя как лучшее русское государство, самое настоящее русское государство, это, наверное, был бы самым сильным шагом, ну, скажем так, году так в 91-м к ее геополитической субъектности. На этом пути есть, правда, несколько принципиальных обстоятельств. Первое. Такой путь базируется на признании историосовского субъекта Россия, то есть русская цивилизация, а не Украина. То есть первое, здесь уже сразу происходит подмена. Почему я имею в виду? Потому что если строите русское государство, ну и называйтесь Малороссия. Причем тут Украина-то, да? То есть как корабль назовешь, так он и поплывет. Второе, такой проект принципиально не может строиться на отрицании, да? То есть такой проект должен изначально строиться как предполагающий включение в себя всего пространства русской цивилизации. В то время как национальная идея украинства, в том виде, как ее постулирует, собственно, герой Буданова, кости которых в том числе переносятся сегодня в Украину, всегда позиционируется по принципу отрицания. Наоборот, создание максимального четкой и гностической идеи, кто является истинным украинцем, и в конечном итоге
должен только один. Да, то есть сразу по этой линии тоже эта идея не работает. Ну и третье, наверное, самое главное, такая идея органически не увяжется с представлением о государственности, которая существует на тех землях, ну, на многострадальной украинской земле. Что я имею в виду? Смотрите, допустим, не то, что допустим, да, я готов, например, согласиться с тезисом, что про историосовский метод исторический субъект, да, который не сводим к текущему исполнению любой из государственных границ. Да, то есть, условно говоря, какое отношение границы 91 года вообще имеют к историческому субъекту? Мало каких. Временная форма. Но на самом деле это является вызовом гораздо большим. То есть такой взгляд на мир, такой взгляд на историю. Что я имею в виду? Это значит, что существует некая объективная историосовская ценность. Ну, в случае, допустим, Руси, можно сказать, то, что было окончательно оформлено в крещальной формуле князя Владимира, то есть благословен Господь Иисус Христос, который сотворил новых людей, русскую землю, просветил еще ее крещением своим. Опять-таки, заметьте, про Украину, в общем, и рядом тут, соответственно, никаким образом не стоит. И этому историческому субъекту надо соответствовать. То есть, если по-простому, в образе, может, доступному более старшему поколению, некое переходящее знамя, да? То есть некая объективная ценность, и тот, кто лучше служит этой целостности, тот, кто лучше жертвует собой ради этой целостности, тот и получает некое главенство, первенство внутри этого большого цивилизационного пространства. И вот здесь принципиальная разница. Дело в том, что как бы вот не любили украинские националисты, в московском, говорю специально на их языке, политфилософском аппарате понятие служения и служба присутствует. Оно стоит на службе и служении. То есть высшее место в иерархии означает прежде всего служение, службу и самопожертвование. В то время как в украинском политическом языке высшее место иерархии означает право плевать на всех сверху. То есть высшее место там постулируется не как самопожертвование, не как, соответственно, то, которое в строгом смысле не твое, а через тебя, да, то есть постулируется как то, если магически. Да, то есть происходит такая прикладная магия. Если я назову соберу эти магические артефакты, ну, опять-таки, Вероника Фэншуй одобряет, то, соответственно, я получу право вот указывать каждому, в каких штанах какого цвета ходить и как именно на кого плевать. Поэтому короткий ответ. Вот эта вся история не взлетит абсолютно, но она очень полезна промыслительно, чтобы напомнить многим, кто всегда готов сомневаться и обманываться, что, дескать, можно договориться. Нет. Это вопрос по фундаментальному, основополагающему характеру, именно относительно историосовского субъекта и отношений с этим историосовским субъектом. И вот, условно говоря, будановский подход к реальности, который является, ну, полностью, на мой взгляд, вот в этой, то есть, скажем так, в части так называемых в кавычках украинских адекватных товарищей поддерживаемый, он, конечно, абсолютно несовместим с существованием России, да, и это тоже война, в которой может остаться только один. Ну, смотрите, по поводу Буданова, он направо и налево выплескал свой сосуд с доверием каких-то адекватных людей, и даже сейчас вот после последних заявлений непонятно, как будут его слова там комментировать. Это вот такая вот внутренняя... Опять, знаете, как бы поставили чучело кого-то адекватного, на него все начали смотреть, а потом раз, оно обернулось другой стороной. Я хочу, чтобы вот Ну, эту... Да. я просто говорю, нет, ну давайте эту историю у вас, в том числе, как я... Эту внутриполитическую украинскую игру довольно неплохо у вас Семен Уралов показывал, да и Константин Бондаренко, но если кратко, это же весь проект Буданова, это была попытка, ну и остается попыткой так называемых вот части американской администрации, то есть одной из групп, продать России вот эту иллюзию, да, что вот, дескать, у вас было, что у вас претензии не к сущностному вопросу украинскости, а лично к Зеленскому. Ну вот вам не нравится лично Зеленский, давайте поставим вам, соответственно, Буданова, вот видите, якобы адекватный. Я напоминаю, что согласно российскому законодательству Буданов является, ну, преступником военным. Да, то есть это очень интересный способ, конечно, продавать, но, соответственно, пиарщики лепили образ именно под эту историю. И базовое это противоречие здесь именно в том, что
как бы не хотелось господину Трампу, людям из его администрации сохранить проект украинства, просто заменив проект Зеленского, не получится. То есть эта война будет длиться до тех пор, пока умрет один из двух проектов, а не конкретная фигура. То есть, условно говоря, замена господина Зеленского на господина Буданова не решает ничего, потому что сущностное основание проекта Украины как антироссии остается. И тут вопрос просто конкуренция форм для разных аудиторий. Ну вот конкретно господин Буданов — это форма, которую разработали в недрах, так сказать, части недр, так сказать, американской администрации, коллективный Витков, Кушнер и прочее, прочее. Дух, так сказать, коллективного Кушнера. Но я не случайно упомянул госпожу Фаншуй, потому что, как вы уже сами, мы с вами обменивались, то есть эти все фотографии с красными ниточками, да, вот скажем так, одной красной ниточкой повязаны, товарищи. Поэтому вот пока вопрос с красной ниточкой не разрешен не будет, это все, конечно, пиар-игра, которая, ну, обидно просто людям дает ложную надежду, а это очень опасно в нынешнее время, потому что надежда — вещь необходимая абсолютно, она позволяет выживать в то катастрофическое время, в котором мы оказались, но ложная надежда, она вот этот драгоценный кредит доверия общего, к чему бы то ни было, к кому бы то ни было, конечно, опустошает. И вот здесь, конечно, здесь просто стоит, ну, я сочувствую тем людям, которые искренне возлагали какие-либо надежды. Я хочу вернуться к проблеме «А чья Русь?», да, Мгм. через очень интересный ход. Я думаю, что и Мгм. вам тоже будет интересно об этом подумать и поразмышлять в прямом эфире. Ну вот смотрите, сегодня что у нас происходит? Бомбардировка 3 дня, 4, да, сегодня там кульминация этого всего. Значит, Мгм. казалось бы, у Лукашенко есть чем заниматься. Он сидит в этом, как бы, Искандере, да, сидит, дает команды, летит, в общем, по цели тренировочной. Ну, он, наверное, безъядерный, ну, тип, как бы ядерный снаряд. Но, тем не менее, в этом всем, там прямая линия с Путиным, Путин у себя сидит, дает команду. Ну, то есть это все выставили максимально, показали, продемонстрировали. Показали не Украине. Все аналитики сходятся к этому Мгм. выводу. Кому и зачем, дальше обсудим, про геополитику поговорим. Но Зеленский до этого и прям сегодня кульминационно заявляет в вечернем обращении, он едет в город Славутич. Это как бы Киевская область, там возле границы с Мгм. Белоруссией. Последний, кстати, город СССР, который там для ликвидаторов был построен после Мгм. Да. аварии. Причем очень интересно, я просто знаю город Славутич, там каждый квартал строила какая-то республика Советского Союза. Он так и назывался там, да? Мгм. Ну, то есть там Бакинский квартал, Ереванский квартал, Белгородский квартал. То есть там вот именно М. такой проект был. И вот он там говорит очень интересные вещи о том, что Украина в случае угрозы а, нанесет превентивный удар. Что говорит Лукашенко публично? Зеленский, давай встретимся, обсудим наши отношения. Я готов в любой точке Беларуси и в любой точке Украины. Более того, никто нападать не собирается. Если угроза, тогда будем, конечно, вступать в войну. Уровень очень, как бы, как они пообщались, заочно очень показательный. Там еще советники повыходили, говорили, да кто такой Лукашенко, да что, чего стоят его слова. Но меня вот именно на историософическом таком, скажем так, поле интересует другой Мгм. момент. А если сравнить наследников Руси, но не Украина, Россия в сегодняшнем виде воюющим, Мгм. противостоящим, а Украина и Беларусь, то получается Украина не только выше России, но и, понятное дело, выше Беларуси, апеллирую снова к словам Буданова. Как есть в этом сравнении выглядит ситуация? Нет, ну здесь как раз, на мой взгляд, гораздо больше схожести между двумя этими объединениями, чем различия. Ну, то есть и Украина, и Беларусь, в том виде, в котором они сейчас, это наследие советского проекта. Надо понимать. Границы советские, конституция, по сути, лежит советская, да, то есть все то, что настоящее в них было, оно советское. Разница в том, что Украина все советское наследие выкинула, ну, по объективным причинам, поэтому у нее эти процессы ускорились. А в Беларуси именно советское наследие попытались, если угодно,
ну, сохранить максимально возможное, я бы сказал, выиграть некое геостратегическое, можно сказать, даже геотемпоральное измерение. Другими словами, оттянуть момент радикального решения. Но суть-то вопроса то же самое. Мы с вами когда-то давно писали про вот этот эфир, про разные расколы и выборы разных Русей. Он же, по сути, вызов-то всегда один и тот же. Вызов, он всегда состоит примерно из трех компонентов: хазарство, униатство и огорятство, да? И вот в строгом смысле, что Беларусь, что Украина находятся ровно в такой же постановке вопроса. Но если мы говорим, допустим, про дух унии, именно, опять-таки, историосовский, то вот эта попытка усидеть на двух стульях. Бесконечная игра во многовекторность. И тут господин Лукашенко, несмотря на весь советский опыт наследия Беларуси, заметьте, несмотря на попытки многочисленные против него государственных переворотов, да даже вот это сегодняшнее заявление, я напомню, что официально в составе ВСУ воюют люди, которые против Лукашенко с оружием воевали во время попытки государственного переворота, соответственно, в Беларуси, и до сих пор планов не оставляют. Собственно, основной, как я понимаю, план относительно Беларуси, который остается в нынешнем украинском руководстве, рано или поздно, по мере затухания конфликта с Россией, попытаться провести, естественно, быструю военную операцию на основе освободительной армии, на основе этих националистических подразделений, которые воюют в рядах ВСУ. И Минск тем не за менее, 3 Лукашенко... дня, получается. Ну, что-то типа такого, Минск за 3 дня, да. Вот. И господин Лукашенко, несмотря на это, пытается все равнение пропетлять. Почему? Потому что с точки зрения господина Лукашенко у него вот позиция нормального вот этого, ну, если мы говорим на языке средневековом, это что-то типа, знаете, пограничное удельное княжество. Разумеется, господин Лукашенко не является самостоятельным геополитическим игроком, как вот он любит. Как бы это, опять-таки, белорусская пропаганда может очень много тут что рассказывать, но, простите, где бы была бы ваша самостоятельность в 2020 году и сегодня без российской армии, без российского ядерного оружия, без всего прочего того, что нужно. Но, тем не менее, особый пограничный статус, вот это, опять-таки, в Средневековье очень четкое было понятие «удельный князь». То есть пространство, оно в целом, в принципе, общее, да? Но есть вот этот особый статус и особое положение. И, как всегда в русской истории, у удельного князя возникает соблазн сделать акцент на своей княжести, немножко забывая свою удельность. Ну, отсюда рождаются вот эти все идеи о том, что Беларусь геополитический центр, сейчас Беларусь договорится с Китаем, сейчас Беларусь договорится с США, сейчас Беларусь договорится с Европой. Ну, с Европой последнее время меньше, но все равно надежды остаются. И в каком-то смысле это, можно сказать, более умная Украина, советская Украина, которая пыталась ценой меньших, скажем так, потерь реализовать проект, как это, знаете, Украина – это Европа, вот Беларусь – это Европа. Вот это примерно общее движение. Но тут нельзя не отдать как бы просто фундаментальная разница, что господин Лукашенко является все-таки государственником гораздо большим, чем любой из каких-либо украинских лидеров, поэтому все-таки совсем радикально грань он не переходил, да. Но многие историосовские процессы, пожалуйста, внутри Белоруссии вы можете спокойно встретить экскурсоводов, которые будут вам рассказывать, что мы-то на самом деле произошли от литвинов, и вот мы-то тут настоящая Европа, вообще настоящая, вот это не то, что эти лапотные восточные товарищи, которые живут там за Оршей, и, в общем, а мы-то вот Великое княжество Литовского. Но вот фундаментальный вопрос другой, понимаете, если вы от Великого княжества Литовского, то у вас война. Причем война с Россией. Это вот простой момент. Исторически так было всегда, исторически так и будет всегда. А если вы не от Великого княжества Литовского, то вы просто принимаете это общее служение историосовского проекта русского на общих основаниях. Да? Но вот это очень сложно объяснить последние 100 лет, во многом благодаря советской политике, особенно после 1991 года. Поэтому со всех сторон есть нереалистичное ожидание. Есть нереалистичное ожидание, допустим, в России, что можно, в принципе, историосовские вопросы игнорировать и заниматься вопросами прагматическими. Но к чему это приводит, мы наблюдаем последние 10 лет. Конкретно в этом регионе, что-то с прагматизмом не работает. Да? Вот, как бы прагматизм, то есть с точки зрения прагматизма, например, столько денег, сколько Россия в свое время потратила в Украине, в Белоруссии, в Армении и прочее, не тратил ни один, условно говоря, большой, скажем так, любой зарубежный проект. А толку-то?
Почему это происходит? Потому что философски есть принципиальная разница. Мы думаем, что вот этот рационализм и прагматизм, они существуют в вакууме, да, то есть они вот сами по себе летают. Вот просто бухгалтерская книга с бухгалтерским расчетом. А на самом деле нет. Любой рационализм и прагматизм существует внутри некой ценностной картины мира. И вот если ты не оперируешь ценностной картиной мира, если ты не предъявляешь четко открыто свою ценностную картину мира, то, соответственно, все, сколько бы ты денег прагматически не тратил, тот, кто ее предъявляет как образ, он ее рано или поздно перекупит и придется, скажем так, это реализовать кровью. Суммируя, конфликт Сивача с Белоруссией, там, условно, и Зеленского, это конфликт с историосовской точки зрения двух. Ну, то есть Беларусь выступает как маленькое удельное княжество, которое еще об унии только мечтает, но точнее, еще не определилось. Оно, с одной стороны, и унию хочет, но при этом и в войну вступить не хочет. И, ну, причем ни на какой из сторон. Вот пытается сохранить нейтралитет любой ценой. А Украина – это бывшее удельное княжество, которое откололось радикально, все униатские выборы сделало и вступило на путь камикадзе. И в рамках этого пути камикадзе оно, по сути, говорит тоже, ну, по сути, предъявляет свои права, ну, не права, а амбиции на всю территорию, до которого достают ее руки. Ну, по крайней мере, так я вижу. Отвечая на ваш главный вопрос, чей вот этот вообще проект, ну, по-моему, очевидно, что, опять-таки, если мы смотрим на, опять-таки, формулу, то есть завет, когда этот проект формировался, там как бы принадлежность этого проекта определена очень четко. Благословен Господь Иисус Христос, который сотворил новых людей и русскую землю. То есть проект принадлежит не конкретному городу, а проект именно историосовский имеет свои корни в духовной реальности, в духовном основании. И поэтому любые попытки вот присвоить... Опять-таки, почему я упомянул до этого принципиальную разницу в двух антологиях иерархии и в двух антологиях служения? Ну, вот, что значит главенство? Да? Что значит главенство? Вот если мы главенство понимаем как служение общему проекту, то тогда да, понятно, почему престол находится там, где престол. А если мы понимаем главенство как «это мое», то понятно, почему любые попытки реализовать и присоединиться к этому проекту по принципу «это мое» обречены на катастрофу. И с этой точки зрения, как не обидно было бы всем разным удельным княжествам, единственный на всем большом русском мире, на пространстве, центр, в котором хоть на маленькую долю, и тут можно сказать, доля не очень большая, но хоть в каком-то мире вот эта антология служения присутствует, это Москва. Потому что во всех других регионах единственная антология иерархии – это антология, ну, по сути, не служения, а антология раб-господин или антология присвоения. И поэтому оно не работает, сколько бы ни пытались. Как-то так. Война будет между Украиной и Белоруссией? Ну, рано или поздно, смотрите, что считать войной? Да, тут у нас мы вообще живем в очень интересную эпоху, дорогой Александр. У нас убийство в прямом как бы эфире главы государства войной не является юридически, да, поэтому не знаю ответ на ваш вопрос, вот если честно. А по сути, историосовском, так война уже идет, это же война вся за одно и то же. То есть война ведется вообще на всем территории русских земель одна и та же. То есть либо это целостность в широком смысле, осознает себя как целостность, правильно сказать, вспоминает себя как целостность, происходит перемена ума, происходит то есть перемена ума, оно же покаяние, да, и оно соединяется, то есть ее форма соединяется со своим духовным содержанием, либо эта целостность просто распадается и становится кормом для прекрасных индусов, пакистанцев, там, не знаю, арабов, кто кого куда заселят, это уже вопрос глубоко вторичный, понимаете, да, то есть вот эта война идет. И она вот как началась, так она прекращаться не собирается. Дальше можно говорить о формах войны. В Москве она протекает одной формой, в Киеве она протекает другой формой, в Беларуси она протекает своей формой, между ними она протекает в своих формах, но по сути своей главная война, которая идет, вот я ее обозначил выше. Вы большой скептик насчет завершения войны. Да. И мы с вами постоянно, когда встречаемся, мы затрагиваем эту тему. Но я хотел бы к этому вопросу подойти через встречи в Китае Путина и Трампа с Си Цзиньпином. Их сравнивают между собой. Я, если честно, и зрители многие видят, какой огромный разлет между пониманием того, что произошло. Да? То есть одни говорят, что Путин
опрокинут, да, из этого треугольника, выдавлен. Другие говорят, Трамп, несло хлебавший, вернулся. Понимаете? Третьи говорят, что да, ну нормально все, они вообще о другом встречались, они деньги делают, пока весь мир горит. А, Как вы смотрите на эту череду встреч? И если проанализировать это, я понимаю, что вы не любите с позиции, ну вот как принято говорить, глобуса Украины, но не то, что Украины, а вот именно этой войны, которая сейчас, Мгм. накал, которая нарастает. Мгм. Ну, мой ответ, я считаю, я, честно говоря, за этими событиями следил намеренно, не делая из них ажиотажа. И, в принципе, тот случай, когда это отсутствие ажиотажа себя оправдало. Потому что, с моей точки зрения, вообще оба этих события — это много шума из ничего. То есть я не... Те обстоятельства и те процессы, которые сейчас находятся в движении, они настолько тектонически в своей силе, что ожидание того, что какая-то из встреч что-то радикально изменит, ну, давайте скажем деликатно, очень наивно. Я вот так это выражу. Другими словами, то, что ни у одного из участников на самом деле нет такого количества власти, суверенности, мандата, чтобы, знаете, просто взять и как это дернуть стоп-кран, если вот в вашем вот каком-то таком метафорическом образе. Поэтому стороны встретили, подтвердили, как шло, так и идет. Вот мое короткое наблюдение, то есть эти встречи в строгом смысле не изменили ничего, ну, не знаю, китайцы почувствовали себя очень важными, им приятно, да. То есть очень красивый визуальный образ, но в строгом смысле ничего не изменилось. Да потому что оно не могло не измениться. Ну, условно, если возьмем пару США-Китая, что там изменится? Ну что, опять-таки, у Трампа есть реально полномочия принять определенное решение по тому или иному вопросу в отношении Китая? Да нет у него этих полномочий. У него, простите, нет полномочия Зеленского заставить исполнить то, что он хочет. А вы Более уже того, у говорите... него сегодня были свежие заявления, он говорит, ну там про Иран, а потом говорит, ну извините, нам надо 129 или сколько там миллиардов вернуть, потому что я пошлинно вводил. Придется вернуть. Да елки-палки, так ты же пошлины, так помните, вот эти Так были. его нет, так суд отменил пошлины, поэтому теперь надо возвращать все то, что удалось собрать в рамках этих пошлин. И вот что этот человек может радикально сказать, там, не знаю, войну Китаю объявить или сказать, чтобы дружим с Китаем. Нет, не может. Поэтому обстоятельства идут по... То есть стратегически, чтобы понимать вектора, если мы говорим про американскую политику, читайте работы синктанков, которые там курс на китайско-американское противостояние как был, так и остался. Стороны максимум могут говорить о том, как этот курс, скажем так, чтобы он проходил все-таки максимально управляемо, да, но они и так, в принципе, это хотят. Ну, кто-то рассчитывает, что они доделают искусственный интеллект. Ну, например, американская ставка, что они там через пару лет допилят свой искусственный интеллект и получат качественный скачок и преимущество. Китайцы рассчитывают на то, как я понимаю, что в Америке там экономически произойдет ухудшение позиции, это даст им дополнительное преимущество. Но идея о том, то, что мы, знаете, как это вот мем был с Шариковым популярный, да, то есть вот сейчас с Америкой договоримся, миром управлять будем. Вот условно, вот примерно то, что вот такие расчеты, что сейчас США с Китаем сядут и договорятся и миром управлять будут. Нет, это наивно, это невозможно. Короткий пример. Если они с Обамой не договорились, когда вот был проект Чимерика на своей вершине, на своем там просто там могуществе и Китай был, и Америка была, и они тогда, простите, не договорились, то сейчас тем более они не договорятся. То есть оснований под этим нет. То же самое, если мы смотрим на визит Владимира Путина в Китай. Ну что, как это, подтвердили, как шло, так и идет. По сути, обновили текущий курс, как бы он устраивает на самом деле обе стороны. Какие-то ожидания, что там Китай вступит в войну на стороне России, но это только если хайповые заголовки рисовать. Ну, понятно, Китай никогда не собирался и ничего к этому абсолютно... То есть Китай не Корея, да? То есть Китай никогда не был военным союзником России, чтобы в такие вещи вступать. Кто-то говорит, что Китай будет поставлять оружие России. Зачем России китайское оружие? И своего оружия хватает. То есть, опять-таки, с оружием в России проблем нет. А компоненты, необходимые для производства оружия, Китай как поставляет, так и поставлял, так и будет поставлять. Это вообще nothing personal, just business. Какие-то разговоры ведут о системе постепенных платежей, но так они идут давно. То есть, и вряд ли личная встреча, опять-таки, Путина и Си радикально может либо ускорить, либо затормозить может, ускорить вряд ли.
То есть мне вообще просто мало было изначально понятно, что люди ожидают. То есть вот ожидают того, что какой-то политик сейчас радикально, вот они на троих сядут и как-то вот мир разделят, да, там условно, да, вот как на таких картинах. Так не получается. Я говорю, пример с этой Украиной и Ираном показал то, что вот ресурсы даже больших игроков, государственных, для того, чтобы вот таким директивным образом мир делить, ну, гораздо меньше. То есть мы живем в эпоху, когда вернулся вот этот глобальный негативный суверенитет, да, то есть вот то, что сорвать любое соглашение может, в принципе, из участников. А в этих условиях единственное, что остается, просто, ну, как бы продолжать, как оно шло, так примерно Нет, идет. так Вот примерно подождите, это ну, я... стойте, Давайте. кто-то же ведет, Павел. Ну вот смотрите, там, Грехи человеческие. нет, ну подождите, грехи грехами, но есть политика, там, Мгм. миграционная политика, да, вы индусов, пакистанцев А, вспоминали. это да. Удар по белому населению. Вот только вот Трамп покусал Папу Римского, Папа Римский покусал Трампа в ответ. Вот смотрите, как-то вообще все не заклеилось в Китае. Выходят они ему с порога, говорит, Тайвань наш. А тут говорит, да ваш, понимаете? Так, И нет, так вообще так юридически Тайвань... Нет, так, это же с Тайванем интересно, опять-таки, это ж, опять-таки не Трампом придумано. Тут вопрос, всегда просто нужно брать контекст. То, что Китай в отношении Тайваня последние то ли 40, то ли 60 лет, вот, ну, как началось в Америке, политика так называется, стратегическая неопределенность, когда Китай одновременно независимый и часть Китая. То есть Тайвань, простите, одновременно независимый, сейчас это официально в документах Ренда прописано. Вот это полностью так и устраивает. Поэтому Трамп даже не врет, когда говорит, да, конечно, юридически, да, а на практике нет. Но это вот такая история. А вот те большие глобальные процессы, ну, к сожалению или к счастью, тут уже кому с какой позиции смотреть, эти процессы определяются не встречами Путина и Си, или Трампа и Си, или Трампа и Путина. Эти процессы идут, определяются в других комитетах, и в общем, там другой механизм принятия решения. И он, и очень, сейчас, извините, договорю, и очень важно, что этот механизм принятия решений, он никогда не быстрый, да, то есть вот этот процесс, он всегда долгий, то есть он не одной встречи определяется, то есть вот это не бывает такого, чтобы кто-то встретился и завтра там кучу индусов завезли, да, то есть подготавливается почва там десятилетиями условно к таким вещам, поэтому это вот разница фундаментальная. Павел, а что сильнее, искусственный интеллект или ядерное оружие? Ну, я бы сказал, сильнее, ну, как это, тут один из ваших скептиков может, наверное, сказать, что сильнее искусственный интеллект, которому есть доступ к ядерному оружию. Это совсем неприятное событие. Но в целом ядерное оружие, на мой взгляд, является ресурсом более последним, если хватает воли его применить. Ну, просто элементарно ядерное оружие в состоянии лишить искусственный интеллект его любимых этих Киловатт-часов. киловатт-часов серверных и прочих вот товарищей. То есть он зависит, от, скажем так, от энергопотребления, и энергопотребление можно вынести в том числе ядерным оружием. Поэтому логически скорее ядерное оружие. Но с принципиальной оговоркой, если есть воля его применять. Если нет воли его применять, разумеется, искусственный интеллект более оружие сильное, чем то, чего нету. Но это логически понятно, да? То есть, если у вас есть ружье, но вы не готовы его стрелять, эффективно у вас ружья нет. Ну, то есть, можно действовать так, как будто у вас этого ружья нет, это ничего не меняет в расчетах. Просто очень интересно. Сейчас все заговорили о ядерном ударе. Одни говорят по Мгм. Украине, ой, будет страшный ответ. Другие говорят по Мгм. Европе, тоже как бы ответ будет страшный. Что вы думаете насчет вероятности применения ядерного оружия? И вот этот конфликт Европы и России кажется, ну, на пике, на высшей точке. Я думаю, то, что это очень трагичная история, потому что, к сожалению, риск этого не является нулевым, но причина этого риска глобальное миролюбие. Да, то есть парадоксальным образом именно всеобщая как бы приверженность миру, да, и отрицание войны прокладывает дорогу к возможности применения ядерного оружия. Ну, что я имею в виду? А, На каждом витке, да, то есть мы движемся по спирали эскалации. Каждый раз в условиях отсутствия общих принципов и общего языка сдержанность с одной из сторон становится поводом
для более наглого и хамского поведения с другой. Дальше мы просто понимаем, что рано или поздно эта спираль должна будет привести нас к тому, то, что либо в лицах, принимающих решения, тут должно прежде всего европейских, проснется старое доброе чувство страха, да? Либо они из чувства как бы бесстрашия доведут до ситуации, когда останется последний аргумент, и это, собственно, ну, по сути, вот мы с вами обсуждаем аргументы из так называемых работ Сергея Караганова, да, и там вполне логично это объяснение. Но действительно то, что в случае, если все время будет стремление к подпороговой эскалации, рано или поздно эта пороговая эскалация будет преодолена тем или иным методом. И это, к сожалению, повторюсь, очень трагично, потому что парадоксальным образом именно стремление минимизировать ущерб в настоящем, да, именно стремление, ну вот у нас недавно было высказывание господина Лаврова, что мы не применяем многие виды вооружений, потому что там живут наши люди, да, то есть как вот, ну, это было, если относительно Украины, создает в европейских политиках иллюзию безнаказанности. И это, к сожалению, действительно правда. То есть на данный момент, если мы прочтем все так или иначе документы, которые строятся, ну, о создании общеевропейской армии, Европейском Союзе как о военном альянсе, они все строятся на, по сути, предположении, что де-факто Россия ядерное оружие никогда не применит просто потому. Ну, а в России, Ну, и подождите, это... в России есть своя история, что, Павел, ну, то есть, если вдруг там мы ударим по Прибалтике, то пятая статья не сработает. Это, по-моему, утверждение Да. одного порядка, или нет? Нет, утверждения разного порядка. Объясню почему. Потому что в случае ядерного оружия у России все-таки доктрина есть. Нормальная ядерного сдерживания, в которой все прописано, и согласно которой она может это применять. А пятая статья, ну, давайте просто... Вы же читали пятую статью, Ну, Александр? там собраться, проконсультироваться, да. Пятая статья написана таким образом, что позволяет очень много интерпретаций. Поэтому, может быть, и применят, да, но в том виде, в котором все ожидают. Просто на уровне логики вот эта пятая статья, как, знаете, вот это прилет в глобальной кавалерии, там это впишемся за любой там прибалтийский город, но это существует сильно в воображении. Тут тоже парадокс. В каком-то смысле, с точки зрения вот этих маленьких стран, почему для них эскалация становится тоже желаемым сценарием. Но это попытка установить хоть какую-то определенность. Другими словами, там расчет примерно такой, что вот мы сейчас будем проводить все более и более агрессивную политику эскалирующую, и тем самым вовлечем, так сказать, все больше и больше западных партнеров в эту историю, потом они не смогут дать заднюю. Вот если так упрощать. На мой взгляд, это, мягко говоря, надежды слишком оптимистические, но внутри этого безумия есть своя система, которую вот мы с вами разобрали. А говоря о пятой статье НАТО, то есть, повторюсь, пятая статья просто написана таким образом, что при желании не участвовать, можно не участвовать. Там очень интересно написано. То есть, на самом-то деле, больше интересным образом, вот то, что сейчас происходит с Украиной, вот именно с военной точки зрения, да, в принципе, это и есть пятая статья НАТО. Ну, то есть, в теории, то, что сейчас оказывает, Александр, консультации проводятся, помощь оказывается. Пожалуйста. Просто в этом всем противостоянии непонятно, как начнется вот эта вот война и как она будет выглядеть. России и Европы имеется в виду. Просто вот когда вот сегодня, ну опять-таки, это белорусы сказали, Вольфович, это его заявление свежее о том, что Литва разрешила летать официально украинским дроном над своей территорией. Параллельно с этим мы наблюдаем вот прям какая-то такая очень дерганая реакция. То в Латвии увольняют сначала Минобороны, главу министра обороны, потом главу правительства. То давайте, то нельзя, то можно, то Украина имеет право использовать пространство. Но все же понимают, что это же участие в войне, но даже переходят и переступают через это. Да, и это вот то, что я говорю, потому что для России все-таки, опять-таки, не забывайте, что Россия руководит политик, который исходит из логики, что прежде чем принять любое серьезное решение, нужно перепробовать все остальные возможные сценарии, да? Это делает объективно структуру принятия решений в России медленной. Особенно, когда речь заходит об очень важном. То есть нужно взвесить все риски, так сказать, нужно
максимально перепробовать все возможные способы. Вот как-то, знаете, раньше на Руси говорили, не доводи до греха. Вот примерно в этой логике, мне кажется, действует российское руководство. Проблема в том, что ее контрагенты вот это «не доводи до греха» вообще не считывают. И наоборот считают это серой зоной, в которой можно бесконечно оперировать. Давайте говорить безо всяких секретов как бы тут Полишинеля. Разумеется, то количество дронов, интенсификация дроновой атаки, которая идет по России, связано с тем, что дроны запускаются, мягко говоря, не только с территории Украины. То есть это сильно расширяет возможности для нанесения этих ударов, хотя, как признался тот же самый Пентагон, недавно на слушателях реальный ущерб минимальный. То есть эта вот новость прошла тоже внутри обсуждения, соответственно, внутриамериканским, и вот в соответствии с затраченными ресурсами, если убрать пиаровый фактор, с военной точки зрения урон минимальный. Другое дело то, что цель это пиар прежде всего, поэтому вот тут непонятно, как оценивать. Но возвращаясь к нашим темам. С любой точки зрения юриспруденции у России давно есть достаточно оснований, ну, скажем так, расширить территорию То есть, если бы мы жили с вами в нормальные до пошлые ялтинские времена, то поводов для официального объявления войны всем соседям у России более чем достаточно. То есть все соседи сейчас, их территория, ну, то есть, или как минимум поступить иранским образом, ударив по базам, то есть сказать, у нас к вам лично претензий нет, а вот по базам на вашей территории да. Ну, такая версия современного иезуитства. Тем не менее, Россия очень серьезно относится к этому риску, поэтому прежде чем она пойдет на этот шаг, она перепробует все возможные способы призвать к разуму. Заранее скажу, вряд ли это получится, но это создает это создает ту обстановку, в которой мы с вами находимся сейчас. Так, если не получится, то мы и будем находиться в этой обстановке. Не, пока еще, ну, я думаю, первым этапом, то есть мы когда перейдем, то есть это будет иранский вариант. То есть если, скажем так, нейтральности этой, скажем так, если территории соседей России будут использоваться де-факто украинцами как военные базы, не военные, как площадки для запуска этих дронов, рано или поздно России придется идти на иранский сценарий, как первый этап. А дальше в зависимости от реакции. Либо маловероятный оптимистический сценарий – это вернет страх, приведет сторонников в чувство, и, возможно, откроется дорога к более серьезным переговорам, либо, к сожалению, мы идем на более вероятный сценарий, дополнительный виток эскалации. Что такое страх? Вот я как украинец вас спрашиваю. Вот знаете, как-то все боялись войны. Ну, потом, Очень, да. Потом на востоке Украины она произошла. Да? Донецк, Луганск. Потом все как-то заминали это, да, убивали жертвы, вот это все, конечно, это было. И казалось, ну хорошо, да, стреляют там в неделю одного-двух убивают, но вроде как вот она, линия стоит, и вот это вот все, состояние, но вся страна мало этого понимала, знала, все как-то так вот закрылись от этого. Сейчас идет вот такая вот история. И сейчас, ну, я просто, вот я спорил там с разными людьми и у себя на канале, и вообще о том, что, ну, ребята, то есть вы когда бьете по Москве, то есть есть обратный эффект. Вот, например, Зеленский думает, что он сейчас рейд сделает на Минск, его там белорусы с цветами встретят. А не факт. Точнее, вообще не встретят, понимаете? Точно так же, вы когда бьете по Москве, вы говорите, вот какой мощный удар, слабак Путин, слабое ПВО, там все, а у нас есть искусственный интеллект, все обходить, а мы вот такие классные. Ну так, вы же столкнетесь с реакцией не то, что там Путин, ты слабый, уходи, давай менять нормального лидера и договариваться. Вы столкнетесь с реакцией, что, ребята, так елки-палки, давайте как ухнем, понимаете? И вот эту угрозу никто не боится. Почему? Крамольные мысли произносите, Александр. Вы вообще ересь причинно-следственной связи в украинский дискурс сейчас пытаетесь принести. Это без сарказма. Ну, очевидно, как раз удары то, что вы описали, это как раз разумная причинно-следственная связь. Но я повторюсь, разум не существует в контексте этики. А в рамках украинской этики русские – это рабы и терпилы. Поэтому, разумеется, мы по ним можем бить безнаказанно, а любой удар по нам – это «а нас за шо?». И вот это, скажем так, мировоззрение,
оно настолько тотальное, что, разумеется, внутри него никакие ваши причинно-следственные связи просто значения не имеют. Поэтому труд напраздный или бесполезный. Если ваша цель кого-то переубедить. Если ваша цель понять причины, то абсолютно так, да. Но это и есть воронка эскалации. Чем больше Украина... Понимаете, давайте вернемся к базовому. То есть вообще вот конкретно у Российской Федерации к государству Украина претензии были минимальные. Большую часть своей вот последних 30 лет. Если бы не события 2014 года, то как бы и к границам претензий не было бы совсем. А в 22-м, опять-таки, если мы смотрим на содержание Стамбула, претензии минимальны. То есть фундаментальное, опять-таки, даже сегодня Лавров, по сути, повторяет, как что нам нужно нормальное государство на наших границах. Что Россия вкладывает в нормальное государство, это нейтралитет и отсутствие антироссийскости. Да? Проблема в том, что антироссийскость и не нейтралитет – это единственная причина для существования украинского государства. И поэтому оно не может, даже если бы очень хотело, исполнить это минимальное требование. Но дальше возникает вот эта довольно абсурдная ситуация, когда, по сути, Украине надо убедить Москву в том, что она является экзистенциальной проблемой. Но вот сейчас за 4 года Украина очень сильно приблизилась к этой, скажем так, границе. И тут стоит, мне кажется, обратить внимание на вот этот указ о паспортизации Приднестровья. Мне кажется, это очень красноречивый сигнал, к чему приходит, скажем так, того вектора, к которому идет вот это стратегическое терпение. Вы заметите, тут же очень странный тоже момент психологический. Россия как бы терпит, но потом принимает решение очень достаточно радикальное. Но с этой точки зрения, условно говоря, Минские соглашения нарушались 8 лет, да, и как бы вот даже вы говорите, нарушались бы так еще 8 лет. А у России какая-то своя внутренняя мера там исполнилась, и началось то, что началось в 2022 году. Вот мое подозрение, что со всеми вот этими бесконечными тестированиями красных линий, с бесконечными расширением эскалации в угаре безнаказанности приведем к той точке, когда вот требования июньского ультиматума 2024 года резко обновятся, и со всех сторон будет ощущаться как перебор. Да, то есть вы будете говорить, да как же так, это же перебор, за что, за что такое? А с точки зрения России это просто вот как это накопилось, да, то есть как вот бухгалтерский счет такой, да, вот он копится до поры до времени не предъявляется, а потом в один момент возьмет и предъявится. Я вот пока вижу, что мы идем к этой точке, когда именно не знаю. Вот опять, я не претендую на доступ к разным секретным документам, но общее психологическое состояние, это историосовское, я вижу примерно так. То есть задача Украины сейчас историосовская помочь России, точнее не Украина, а государство Украина, ее самого существования необходимо, мне кажется, историосовски сейчас лишь для того, чтобы русские люди вспомнили, кто они такие. И украинское государство эта задача сейчас справляется прекрасно и в Москве, и в Одессе, и даже, прости господи, сейчас в Беларуси начало пытаться помочь вспомнить. Так что все идет по плану. Но с другой стороны, а давайте так. Мир все-таки современный, прагматичный и абсолютно, на вот эти там ценности и те вечные вещи, которые мы с вами обсуждаем, накладывается, обыкновенный, как вы выразились, бухгалтерский счет. Вот придет Россия, бухгалтерский счет предъявит, да, а как бы выбить деньги не сможет с должника, понимаете? Почему? Есть чем выбивать деньги. Александр, выбивать деньги-то как раз есть чему. Орешник давно не перелетал, да? Нет, давайте прямо говорить. Основную часть реально стратегического оружия находится в глубочайшем резерве. И это вот тот самый огонь, который мы как бы в наших беседах все время выводим за скобки, а с другой стороны, а почему? То есть, в конце концов, ультиматумы могут быть разными, да? И это вот очень на 9 большой вопрос. мая был пример такого ультиматума. Причем, знаете, как это все обставили, как через цирк, через шоу, это был цирк, конечно, через да. бред. Но мне почему-то показалось, я просто вывод такой, может, он неправильный, может, это у меня профдеформация. Но я сделал вывод, что все-таки все поняли, что по Киеву удар будет серьезный. Все, то есть... И люди, когда уезжали, а потом все, конечно, в последнюю секунду разрешилось, они сделали правильно.
Ну, много чего. То есть, опять-таки, давай прямо говорить, украинская инфраструктура, огромное количество, мягко говоря, не в очень хорошем положении находится, да? То есть я говорю даже не про электроэнергию, ну, не будем давать советы, чтобы не накликать, но все гораздо более хрупкое, чем рисуют вот эти радужные пропагандистские отчеты. Очень многое, что можно сделать. Во-вторых, опять-таки, пример Ирана очень четко показал реальные границы эскалации, да, и насколько весь этот мировой порядок и комфорт становится очень хрупким событием. Поэтому не испытывая ни малейшей радости по поводу прогнозирования этих горизонтов, я, к сожалению, вижу, что без вот такого потрясения, как это вот то, что вы называете здравым смыслом, он не вернется. Ну, он Мгм. просто не вернется, потому что гордыня, потому что я ж не лох, потому что я что крайний, потому что очень важный момент, никто не собирается ни за что брать ответственность, разумеется, да. Давайте напомним даже фундаментальный момент, что почему сорвался этот столь, как я думаю, он показался бы вам очень рациональным, этот дух Анкориджа, да, то есть, который вы так год обсуждали. Ну, потому что даже в его максимально урезанной и невыгодной России обстановке все равно бы кому-то пришлось взять ответственность за то, что население Украины сократилось на 20 миллионов. И теперь это уже не совсем украинцы, а все больше индусы. А вы, простите, себе хоть одного такого политика представляете в Украине? Я прямо говорю, нет. Все претензии Украины, ну, жителей Украины к все, большая часть, давайте не будем говорить все, но большая часть абсолютной претензий к Зеленскому заключается в том, что он плохо реализует проект украинства. А вот придет там А, Б, С, Д, и он будет хорошо реализовывать проект украинства, и вот тогда сгинут наши вооруженьки, як роса на солнце. То есть, единственная причина, почему вооруженьки не сгинули, это Зеленский плохой. А не то, что сами, в принципе, вооруженьки находятся не там, где вы думаете, и они как раз на солнце не сгинут. Вот это, к такой дискуссии мы не созрели. Поэтому, к сожалению, я думаю, то, что мы дойдем к некой воронке эскалации, говорю, дай бог, то, что вот это, опять-таки, вы спросили, что значит страх. Я вам вот здесь скажу, как я его использую. Страх в моем контексте значит для современного человека минимальный контакт с реальностью. Восстановление контакта. Поясните. Объясню. Ну, то есть, если ты средний палец амбалу показываешь, да, то страх этого действия – это, по сути, следствие твоего знакомства с реальностью, что он тебя может немножко больно сделать, да. А вот если ты ему показываешь, видя, с одной стороны, что он амбал, пребывая в полной уверенности, что он тебе никогда ничего не сделает, вот это отсутствие страха. И это, ну, это, как бы, вы понимаете, небольшой разрыв с реальностью, потому что хотя бы небольшое количество соображалки, наверное, помогло бы, что не надо с голым эфедроном на ежика садиться. Наверное, это будет не очень разумное поведение. Но вот этот страх, он вообще пропал из элит. Да, это очень важно. Вообще из глобальных мировых. Они все пребывают в таком состоянии, что какую бы лютую они не творили, им лично за это ничего не будет. И пока, к сожалению, мы-то идем по ровно этому пути. Даже, заметьте, вот эта иранская история, лично господин Трамп только прекрасно со своей семьей заработал на всей этой истории. Туда-сюда Ну, цены, туда-сюда, да? ну вот, поэтому появился ли страх? Не появился. Меня тут как человека это, ну, пугает, слово неправильно, тревожит, но тут есть элемент трепетного смирения перед ужасом, потому что действительно страшно представить, а что ж нужно, чтобы у них немножко включилось. Не знаю, но что-то нужно. И вот это, конечно, тревожно. Павел, важный вопрос, который я хочу, чтобы вы на него ответили, ну вот как Мгм. есть. Мне кажется, что сейчас есть такая история, очень быстро, ну, время идет быстро. Все привыкли к ТикТокам, смене событий, картинке, пиару. О, горит Мгм. НПЗ, ох, там горит еще что-то, вот тут прилетело. По Украине ж там бьют тоже нехило, да. Но Зеленский сейчас насыщает вот этими перемогами. Вот в Херсонской области 100 человек убило дроном, вот так залетело, показал видео. А ты сидишь, думаешь, ошарашенный. Ну, понятное дело, это же Зеленский, это же официально. А так сидишь, Мгм. сидишь немножко, маковку чешешь, это 100 ФСБшников в одном месте собрались в Мгм. Херсонской И одним области дроном. Мгм. одним дроном. Мгм. Ну, как-то так вот. Ну, в Не, общем, ну да, Александр, мы живем в... Давайте важный еще комментарий вообще зрителям. Я вот тут чисто делюсь личным опытом. Извините, Александр, попорчу вам картину. Я вообще рекомендую крайне сильно ограничить свое потребление таких новостей. Просто
по той причине, что мы вообще-то сейчас с вами живем во времена искусственных видеофейков. Ну, действительно, во времена видеофейков. Я вам сейчас промптом такую картину, таких дроновых ударов нарисую, то, что, конечно, профессионал различит и разберется. Но вы, как зритель, посмотрите, поэмоционируете, нервы потратите и уже либо обрадуетесь, либо расстроитесь, но, в общем, свое внимание этому отдадите. Поэтому мой короткий совет вообще, ну, то есть я просто делюсь тем правилом, например, которое мы установили в моем чате. Если политическую новость, да, не обсуждать, и вообще любую новость, связанную, там, знаете, вот такой с войной, политикой, с пометкой «срочно», с пометкой «молния», не обсуждать раньше, чем через 3 дня после того, как она состоялась. И потом нет Если... ее. Этой новости Так потом вот, нет. так замечательно. Раз ее нет, значит, она точно не Нет, стоила смотри, вашего обсуждения. Стойте. Тут очень важный момент. Очень важный момент. Я с вами, ну как, я не то, что там буду спорить, я не спорю, это Ну, справедливо. попробуй. Я дискутировать буду. Смотрите, нам не покажут, как прошли похороны этих там 100 ФСБшников. Ну, мы просто берем этот пример. Не то, что там, понимаете? Но не покажут не потому, что не потому, что их нет, а потому, что такое не показывают в воюющих странах. Может быть, их нет. А может быть, их нет. Вы не знаете. Ну, то есть, понимаете? Я исхожу из чего? Смотрите, здесь просто действительно важный тезис. Вы исходите из того, что знание события, оно само по себе является какой-то ценностью для человека, которая вот само по себе его жизнь меняет. И чем больше знаний о событиях мы собрали, тем от этого наша жизнь становится более в нашем контроле. Я же исхожу из того, что мы живем в эпоху, надо понимать, где избыточное знание, наоборот, помогает нам замылить наш взгляд на ту область контроля, которая у нас реально есть. Ну, что я имею в виду? Ну, вы, условно, человек следит за новостями, куда, кому, где, когда прилетело, вместо того, чтобы помочь соседу-уклонисту. Не знаю, суп лишний раз Васе принести, который там из дома не выходит. Бабушки-пенсионерки, которые голодают, да. Ну, вот такого рода вещи. К чему я говорю? Если событие реально большое, важное, такое, которое окажет влияние на нашу с вами жизнь, вот за 3 дня оно точно с экранов не пропадет. Оно, более того, к тому моменту, опять-таки, мы же живем в эпоху, ну, давайте прямо говорить, ну, стандартное информационное освещение, ну, давайте прямо говорить, чтобы вот Financial Times прямым подлогом занималось и прямо врало, это уже все-таки какие-то события новые. То есть понятие репутация, доверие, качество источника информации, оно вообще, вот, ну, действительно, вот, простите, как из 17 мгновений весны, верить в наше время нельзя никому. Да. И это даже, если у людей есть намерение, то все равно плохо получается. Все равно ты можешь соврать, ну, распространив фейк. Ну, вот вы там, я не знаю, какую-то новость военную можете сообщить, а потом она окажется неправдой. Вы, допустим, не имели намерения ее распространять, она распространилась. А все это к чему? Просто это, опять, может быть, у вас свои опыты, и вам тут как бы каждый человек находит свой, наверное, здесь метод обращения. Мой базовый навык находится в торможении. Я вот сейчас, как бы, ну, вот у нас давно эфиров не было, ездил я по работе в разные страны, и вот я могу сказать, у меня было просто сильно меньше времени потреблять эти новости. Вот сейчас вернулся через месяц, ничего важного не пропустил. Вот реально, ничего принципиального важного не пропустил. Все большие процессы в мое поле внимания попали. И вот это как раз, мне кажется, очень просто определен. Это специфический навык, которому нигде не учат, но он жизненно необходим. Он жизненно необходим нашим уважаемым зрителям, потому что иначе можно сойти с ума. Да, вот просто можно сойти с ума. Если это что-то важное, вы точно этого не пропустите. Это тоже надо понимать, конечно. Я хотел 2 вопроса задать, и потом перейдем к зрителям. Очень много вопросов. Отлично. 2 вопроса. Не знаю, насколько лаконично получится, но тем не менее. Ну, с ответами имеется в виду. Вопрос номер 1. Слушайте, а может, что вот это уперлась вот эта Россия, чтобы не было антироссии? Ну, пускай себе, он Зеленский же что говорит? Давайте стоим, где стоим. Ну, давайте. Стоим, где стоим. Антироссия. Ну, и бог с вами, да? То есть, сидите там это... Мы же понимаем, что, ну, мы с вами много говорили, и с другими экспертами я говорил, что вот эта вот вся история, если остановиться, она не жизнеспособна. Ну, вот вообще, то, что останется от Украины, уклады и послевоенная вот эта вся история, они жизнеспособна. Вот взять как какой-то железобетонный какой-то вот мир лет на 30, да, через 10 уже вообще там с Украиной ничего не будет. И вообще,
А какая разница России? Украина антироссия или не антироссия? Очень большая. Ну, вот это как раз разница фундаментальная. Ни одно нормальное образование... То есть, очень просто. Если бы на границах с США существовало анти-США, то этого бы анти-США не было. Но это просто логический закон. Вы не можете терпеть рядом с собой сущность, единственной целью которого бытия является вам вредить. Если говорить по-простому. Если Украина остается антироссией, а другой она быть не может, неважно, насколько тут будут индусы, пакистанцы, там, я не знаю, люди с голода будут умирать на улице, а вот террористическая работа и дроны по территории России будут лететь. Базы НАТО будут стоять. Военная угроза сохранится. И прочее, прочее, прочее. Поэтому остановиться, даже если... То есть, спонсирование разных сепаратистов, террористов, разного всего вот на территории России будет целиком и полностью продолжаться и останавливаться не собираться. Другими словами, ну, представьте, что у вас вот тело, да, ну, не знаю, то, что вот у него начинает... Тем более того, то, что это же одна и та же сущность. Самое это главное. Мы, поскольку, опять-таки, со времен князя Владимира общность одна, да, то в строгом смысле кровь перетекает по единому организму. Поэтому вот это заражение крови или гангрена, она в конечном итоге отравляет весь организм. Поэтому, как бы никто не хотел, вот заморозить это таким образом не получится. Я остановлюсь при принципиальном прогнозе, что эта война будет длиться до поражения одной из сторон. Либо потерпит поражение Русь, либо потерпит поражение украинства. Причем тут интересно, что поражение потерпит не сколько государства, как раз государственные формы вряд ли переживут, но они будут требовать, скажем так, обновления. Заканчивается эпоха вот этого постсоветского, так скажем так, бытия. Но вот эти сущностные исторические феномены вдвоем остаться в таком вот виде просто не могут. Причем, заметьте, интересно, что господин Зеленский и украинское окружение гораздо, на удивление, здесь ближе к этому мировоззрению. Они же прямо говорят, что как это, мы моложе, мы пересидим, мы доведем войну, пока они не сломаются. То есть они вот тоже исходят из этой логики, что война может закончиться только поражением одних из сторон. И здесь вот, понимаете, как вот в этом знаменитом рассказе про землю. Да, то есть разногласия по земельному вопросу. Но вот проблема в том, что в истории про разногласия по земельному вопросу вам даже не нужно, чтобы у двоих было это разногласие. Достаточно, чтобы оно было у одного. Ну, что я имею в виду? То, что если вот у меня и Васи, то есть если я к Васе, как это, живи ты, Вася, как живешь, а вот у Вася кровь из носа хочет меня закопать, мне хочешь, не хочешь, но придется реагировать на то, что Вася хочет меня закопать и, скорее всего, закопать Васю. Вот в такой метафоре. Ну, вы же видите, что то говорится наоборот, что там Россия хочет закопать Украину для пропаганды, и это все работает, понимаете. А я думаю, то, что нет. Нет, если говорить серьезно, то тут есть эта ирония. На самом деле, мне кажется, все правы. То есть Россия искренне не, с одной стороны, хочет, то есть, извините, лингвистическая игра. Когда Россия говорит, что она не хочет закопать Украину, ну вот в этом контексте, она имеет в виду, что, опять список, дружественная, как минимум нейтральная, соблюдают права русского языка, русскоязычная, русская церковь, ну вот этот классический длинный список, да, то есть, по сути, добрая советская Украина. И вот с такой Украиной мы можем жить вместе, и, разумеется, такую Украину мы закапывать не хотим. Мы хотим лишь закопать, и вот список того, что мы хотим закопать, да, то есть, определенные атрибуты. В чем философская ошибка? Минутка занудства. С точки зрения старого, кстати, это, кстати, в России заканчивается, если что, но это наследие постсоветское. Вот с точки зрения постсоветского руководства России, вот эти атрибуты, они лишь как бы наносное, несущностное относительно феномена Украины. А вот с точки зрения Украины, которая когда есть, эти феномены не наносное, оно и есть сущностное. А наносное это вот это советское, скажем так, атрибуты там про дружбу и прочее, прочее, прочее. Поэтому с точки зрения Украины как проекта антироссии, конечно, Россия хочет закопать вот эту антироссию. То есть, короткий ответ, Россия хочет закопать антироссию. Просто разногласие в том, что Россия до недавнего времени не думала, что Украина-антироссия. То есть антироссия это не сущностный признак Украины, но вот теперь Украина ей объясняет, что нет, этот признак сущностный. И поэтому, а Украина так думала изначально. Ну вот, под Украиной я имею в виду украинский националистический проект, как вот он мыслится и на основе которого построено государство. И поэтому в тот момент оба правы, все правы. То есть все правы просто из разного контекста. Павел, ну,
О том, кого раскопали. Да, это Или как символично. перекопали. Мельник. Да. Зеленский анонсировал эту Мгм. историю, вышел гордо. Я еще в шуме, по-моему, Мгм. позавчера показывал. Это прям, ну, явно после ванной комнаты. Зашел в ванную комнату, вышел, вот прям такой очень мощно, как бы дал джазу. И прям слушать, и любо-дорого смотреть, аж помолодел. И вот в таком состоянии он, ну, там, говорит о переговорах, там, фронте, все классно, все супер, там, да. И говорит, Мельника в Люксембурге выкопали, в Украине сегодня, Мгм. вот конец дня, мы в прямом эфире, сегодня закопали. Мгм. Была Верещук из офиса президента, толкала Мгм. речь, гимн пели, вот эти пластуны какие-то с флагами, со стягами, это все сделали торжественно, похоронили здесь. Типа, мы делаем как бы вот, историческая справедливость. А, Понимаете, все уже узнали, кто был этот Мельник, хотя, давайте честно, ну, если Бандера у всех на слуху, то максимум, что там кто-то помнит из школьной программы, что они там что-то были вместе, потом рассобачились, и, ну, как бы, ну, кто, и того, и другой, и тот, и другой побывали в немецких концлагерях, ну, типа вот за Украину боролись. Ну, вот так это все выглядит сейчас в теперешней школьной этой истории. О том, что там были они с нацистами, ну, там посотрудничали, ну, это ж против СССР, значит, хорошо. Ну и хорошо. Ну, типа, они же за свободную Украину, за свободную, значит, герой. Но это вот с помпой, вот это вот все привнесли. Если посмотреть, ну, так, более-менее трезво и не так бегло, а время сейчас такое, вот я вот спрашивал, там, что победит искусственный интеллект или ядерное оружие, ну, вот если так коротко, тебе там примерно так искусственный интеллект и напишет, ну, Мгм. примерно так. Мгм. А если немножко подумать, а нахрена ему эти кости нациста? Это очень понятно. Ну, смотрите, здесь же структура абсолютно не изменилась. Ну, смотрите, как вообще вырождается национальный культ героев и пантеона. На самом деле, это очень длинная история. Я просто дам ее краткое содержание. Вообще, вот если мы посмотрим на времена античные, то вот культ предка, он же есть в религиозном смысле культ, да, то есть это чисто религия сакральная, да, то есть вот умирал ваш предок великий, который находился, был основателем города, вот в центре города ему там ставился храм с алтарем, и потом этот как бы предок освещал, так сказать, собой будущее вашего города, то есть можно сказать, что ваш город собирался вокруг костей вашего предка. Дальше к этим костям потом могли добавляться великие полководцы, великие герои вашего города. Ну, например, Сципион Африканский, очень красивая история, как он, там есть у нас остался рассказ, как вот там прямо описывается, как он попадает в Элизиум, и как он, соответственно, потом его дух становится духом Рима, и Рим собирается вокруг духа Сципиона Африканского. Позднее потом это, скажем так, интуиция древнего человека преображается в христианстве, да, и у нас есть центр города со святым покровителем, церковь этого святого, как правило, место, вокруг которого собрано город и село. Другими словами, мы как целостность, как народ, всегда собраны вокруг. Вот тут цитата из Писания приходит на ум: там, где будет труп, там соберутся орлы. Вот в Угу. каком-то смысле любая целостность собирается вокруг своего, ну, священного основателя, священного предка, своего священного. Причем это священное выражено в очень конкретной телесной форме, вот, соответственно, героя. Потом, кстати, интересно, что когда христианство в кавычках модерн выбрасывает с корабля современности, он этот закон отменить не может, поэтому у нас появляются мавзолеи. Задолго до Ленина появляются мавзолеи. Что у нас там сердце Наполеона, почему находится в центре Парижа? Ну вот начинается то же самое идея, только теперь герои национальные, опять герои государственные, вот это массовые могилы, массовые сборища, вот, соответственно, все равно вот этот закон, что целостность скреплена, то есть земля должна быть сокреплена алтарем, да, то есть на алтаре должны лежать кости героя, и мы собираемся вокруг этого алтаря, вот этот закон человеческой общности отменить не в состоянии ни одна власть. Что власть может делать? Она может показать нам, кто те святые, которых мы почитаем как святых, кто те герои, вокруг костей которого мы собрались. И здесь очень символично, что в то время как мощи святых Киево-Печорской лавры продаются британским аристократам, приводятся, скажем так, кости массового убийцы и палача. По-моему, это очень хорошо и ясно показывает, вокруг какого священного начала собран украинский проект.
Потрясающая параллель, конечно, да. Мощи, кости святых моют, продают по аукционам, а вот эти возвращают. Это хорошо, но тут смотрите, какая история. Два аспекта я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Аспект первый. Ну так это же сейчас несложно вообще почитать, а кто это такой? Ну кто это? И посмотреть вот тот период, ну давайте там, вот если брать вот с УНР, которая сейчас такая, М. ну как бы пример государства, да, УНР, посмотреть с УНР, потом вот этих вот товарищей, которые там, да, во Вторую мировую Великую Отечественную, да, так они, ну, как бы все померли там за границей, они все за границей похоронены. Все, Канадийщина, все вот это там, М. Мюнхены, все вот эти, понимаете? То есть они, они они хотели там. Ну вот, понимаете, в чем Ну, дело? Ну, то есть, ну как это? мгм. Нет, ну, допустим, они могут сказать, что это вот клятый радянский режим не дал им похоронить, а так-то они хотели похорониться, так сказать, на рідній Украине. Нет, ну, это скорее... у меня комментарий к тому, то, что вы сказали, можно почитать, но так мое мнение в том, то, что можно почитать, и это вполне намеренно. Ну, давайте прямо говорить. Почему очень важно, что лежит внутри священного основания? Потому что это задает те самые этические рамки, что можно, что нельзя, что должно, и ради чего мы тут все вместе собрались. Поэтому, когда у вас в центре теперь Киева будут лежать кости господина Мельника, а проспект центральный назван проспектом Бандеры, ну, не удивляйтесь бусификации. Бусификация в режиме, в любой целостности, где такие люди являются героями и святыми, с маленькой буквы, не побоюсь этого слова, бусификация не просто возможна, она этически оправдана. Вот сейчас подтверждается, снова задается этическая рамка. Другое дело, что, разумеется, последствия этой этической рамки, скажем так, вот этот возможный горизонт будущего, да, о которых мы с вами говорим, он и задан ими. Глупо надеяться, что от этого родится что-то другое, кроме как огромной похоронной ямы. Да, но, по сути говоря, вот эти ваши, ну, скажем так, нынешние руководители Украины и все те, кто их поддерживают, тот дух, которым они правят, так или иначе, вне зависимости от того, власти они сейчас или оппозиции, говорят, да, здесь будет большая похоронная яма, и ради этого мы, после, она не, как это, наблюдать за ней и поддерживать чистоту вокруг оградки, привезем индусов. Вот это очень четкая структура. Но опять, это всегда было, так и будет. К сожалению, оно было, как бы повторюсь, в Ветхом Завете и в Израиле, как пишет пророк Иеремия, «Два бо зла сотвориша люди мои, мне оставишься источника воды живой, и ископаша себе кладенец сокрушенный, и же не возмогут воды сдержать». То есть сосуды разбитые, которые не смогут никакой воды удержать. И далее он говорит, что говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила. Но это вот к вопросу о нас за шо. То есть, на самом деле, сейчас чисто то есть, я вот финальный наш с вами сюжет, это чисто библейская история. Источник воды живой, вот этот купель, да, то есть, вот этот завет князя Владимира и тех святых, которые и героев положили жизнь на этом завете, в буквальном смысле, заметьте, скинуты с постаментов, выкинуты, часто буквально, или проданы, часто буквально, и на их место ставятся новые сосуды. Но в ответ-то будет не условно не страшная Москва сама по себе и или не слабый Путин сам по себе. Они в данном контексте становятся лишь промыслительными орудиями того источника, который был отвергнут. Так что как-то так. Ну, понятно. Знаете, как вспоминается, у нас Арти- у нас президент, у нас какой нацизм, у нас президент еврей. Это ж додуматься. Вся вот эта верхушка, как Ермак там стриптиз ножки своей правой показывал, как у него браслетик, и он говорит, я не виноват, там вот это все. Умеровы, там все вот эти, да, Арахами, все вот эти товарищи, вот, истинные славяне, притянули националиста, нациста,
воевавшего, да, за Гитлера. Вот интересно, вот встал бы он, если бы мог бы, да, вот посмотрел бы вокруг, и он бы, конечно, я не знаю, он бы диву Слушайте, я дался. думаю, нет, я думаю, он, конечно, бы удивился, но нормально. То есть, как это, тут гибкость мышления позволила. Я говорю, а все... Они же, повторюсь, там же эта связь очень в буквальном смысле. Опять, не случайно, что одновременно с этими костями вот эта вся история с Вероникой Фэншуй и вот этими красными, и синагогой Да, красной нитки, она очень символична. То есть, это вот, ну, это религиозные процессы. То есть, мы вот, и вот на ваши предыдущие вопросы, а что у нас там рационально не получается? Ну, а как вы собираете? Вот это важно. То есть, в мире, где все нестабильно, да, мягко говоря, единственное, что имеет значение, это у кого, как это, у кого какая ниточка, у кого какая гадалка. И то, какому богу молятся. И здесь просто в праздник Вознесения, так символично, что мы пишем, мы же не планировали, мы в вот эфире в просто стоит прямом, обратить, да, да. да, вот, стоит обратить внимание, именно вот поэтому, как это, вот снова у каждого зрителя, слушателя проходит выбор, у какого алтаря собираться. Это вот тот выбор, мне кажется, который в ближайшие там месяцы, годы... Ну, вообще вся война про это на самом деле, но как-то оно вот это ускоряется и интенсифицируется. Да, друзья, поехали. Ваши вопросы. Начнем с клуба зрителей. Я всех приглашаю на канал Павла Щелина. Открытый телеграм-канал, закрытый. Поддержите Павла на Патреоне. Все ссылки в описании, поэтому переходите. И мы вам очень благодарны. Павел, я понимаю, мы все вопросы не удовлетворим. Я понимаю, что вопросы такие, что коротко не получится. Но давайте постараемся по максимуму пройтись, насколько это возможно. Хорошо. Начнем с клуба зрителей. Значит, поехали отсюда. Вопросы для Павла. Так. Значит, Светлана пишет: с праздником поздравляет, спасибо вас, спасибо вам тоже. Если мы обратим внимание на лидеров, руководителей европейских государств, большинство из них одиноки и либо без детей, либо нетрадиционной ориентации. Марк Рютте, Макрон, ну тот же, хотя он Это не правда. одинок. Ну, в общем, ладно. И тут Ренкевич, короче, перечисление идет, да, Нидерланды, Роб Еттен возглавил правительство в феврале 26 года самым молодым премьером, открытым геем во главе с... Ну, в общем, значит, европейскими странами управляют одинокие бездетные люди, которым нечего терять. Возможно, поэтому руководство Европы не отдает себе отчет в реальной опасности войны с Россией, изначально имея искаженную парадигму бытия, мутированную психологическую и духовную составляющую. Короткий ответ, я думаю, это не единственная причина, но она точно способствует. То есть хорошее наблюдение от нашего слушателя. Это явно создает иные восприятия рисков и вообще истории и своего места в этой истории. Да, хорошее наблюдение. Явно не помогает. Я не думаю, что это единственная причина. То есть, опять-таки, причина скорее в том, как так получилось, что именно такие люди оказались в руководстве. И это мы тогда уходим уже... Ну, это требует действительно отдельной беседы, как вот к нашим любимым римским клубам, МЭФам и так далее и тому подобное. Ну, короткий ответ, да, хорошее наблюдение. Ермак тоже без детей. Сегодня адвокат вычудил, я был в шоке. Говорит, слушайте, но он же одинок, он не женат. Ему же нужен совет какой-нибудь женщины, Вероники Феншуй. Ёлки-палки, это все было. Адвокат. Где он его взял? Ужас. Так, Анна. Нет, да. Вопрос Павлу. Я заметила, что все страны оценивают другие, будто сейчас этих оцениваемых странах 90-е годы. Россия 90-х, США 90-х, ЕС 90-х, Китай 90-х. И из этих экспертных оценок, в кавычках, и ощущений вытекают какие-то причудливые выводы, что в России все еще ужасные 90-е, что Запад так же привлекателен силен, как в 90-е, что Китай нищ, недоразвит, выращивает рис. Отчего такая временная ловушка? Почему все застыли именно в этих годах? Потому что сейчас на позициях ключевых, потому что сейчас ключевые позиции людей, принимающих решения, продолжают находиться люди, у которых главные импринтные события, то есть нужно такое импринтное событие, это событие, вот, которое отпечаталось у вас в памяти, оно как раз и произошло примерно в 90-е годы. Там уже либо развал СССР, либо война в заливе, либо там война в Югославии. Ну, то есть вот это поколенческая довольно история. Есть особый подвид — это люди, которые, допустим, моего поколения продолжают мыслить стереотипами 90-х, но это уже работа институтов, да, которые те же
самые импринтные события, ну, скажем так, воспроизводят в системе образования, да, то есть это уже мы уходим в категорию мифа и нарратива. Но это на самом деле меньше, мне кажется, сейчас имеет значение, потому что не эти люди принимают решения, а вот среди людей, реально принимающих решения часто, или воспитывающих людей, которые принимать будут будущие решения, сейчас до сих пор, но оно сейчас уже начинает сходить постепенно, но вот оно еще теплится, поколение людей, у которых именно 90-е являются вот тем, как бы, как это, та точка отсчета, от которого крутится их мировоззрение. Дмитрий, два вопроса с небольшой издевкой. Если Россия у Украины украла историю, то что у Украины украла Беларусь? И второй вопрос. Как Павел думает, мы приближаемся ко дню X, когда будет внесен законопроект о праздновании Дня Шаровар? Ну, мы точно приближаемся к дню X, как это, конкретных времен и сроков мы не знаем, но мы точно к нему приближаемся. Но по первый вопрос, ну, хорошее наблюдение, да. Да нет, вот давайте прям скажем, Украину украли все. Все украли у Украины. Вообще, все изначально было одной большой Украиной, а потом все у нее украли. Вот постепенно. Поэтому вот сложная судьба. Да. Так, поехали. Сообщество YouTube. Значит, как Павел относится к высказываниям покойного Жириновского, сам и ранее смеялся над ним, последние годы его предсказания сбываются раз за разом, и стало уже как-то не до смеха. А Павел что думает об этом, Александр? Я думаю, то, что Владимир Вольфович Жириновский был одним из самых талантливых аналитиков, которые ну, действительно были сформированы на момент распада Советского Союза по абсолютно неизвестным мне причинам. То есть он после этого принял на себя добровольно роль шута или юродивого. Тут уже Господь рассудит, кем он оказался в конечном итоге. И в такой роли он пытался, мне кажется, служить Отечеству вот на протяжении своей жизни. То есть, но при этом вот нужно понимать, что за всем его шутовством скрывался очень большой, сильный аналитический ум. Другое дело то, что вот эта эстетика шутовства и эстетика юродства, она позволяет ну, давай так, вот тут она эстетически может быть неприятна, и поэтому она легко позволяет игнорировать. Но вот то, что сейчас многие его предсказания, ну, это прогнозы показывают высокую избыточность, как бы сказали, в экспертной среде, это просто знак того, то, что, повторюсь, на мой взгляд, он был одним из самых талантливых экспертов, которые были. Действительно, одна из самых больших загадок, почему он встал на путь шутовства. Ну, я, честно, не знаю. Это очень интересно было бы узнать. Павел, история любого государства, равно как и всемирная история, по сути, является жизнеописаниями династий правителей. Единственная история государства, в которой на первый план была попытка выдвинуть народ, была история, созданная Советским Союзом. Почему так получилось, спрашивает Петр. Ну, я бы не сказал. Абсолютно Почему? просто не могу согласиться с посылкой. Ну, какой там народ? Там такой же народ в Генсеке, какой там народ. Нет, это не могу согласиться с такой историей. Мгм. Советский Союз для меня не кажется каким-то здесь радикально выдающим. В каком-то смысле Советский Союз — это же попытка максимально быстро пройти весь модернистский проект на отдельно взятой территории. Поэтому все, скажем так, основополагающие структурные элементы модернистских проектов в Советском Союзе присутствовали. И очень интересно вот его внутренняя история, то, что, кстати, Запад не понял, почему сейчас Запад напоминает местами очень сильно поздний Советский Союз, потому что они думали, что вот проблемы позднесоветского Союза — это как бы частные проблемы этих странных диких земель. А на самом деле вот как раз эти в кавычках дикие земли продолжат жить, потому что у них основание другое. А вот проблема исторической формы Советский Союз, которая пришла на эти земли, кстати, с Запада, я напоминаю, что коммунизм — это не русское изобретение, а это глубоко западная история, которая пришла на русскую землю. Вот. То есть, по сути говоря, за эти 50 лет основные вот все модернистские предпосылки и ловушки на примере Советского Союза были доведены до определенного предела. Они достигли этого предела и даже, можно сказать, перегорели. Но, разумеется, другие модернистские проекты, вместо того, чтобы сделать выводы на основе этих ошибок, пошли по пути. Но мы же не лохи, у нас получится, и поэтому они ровно сейчас продолжают идти по пути позднего Советского Союза, его активно напоминают, что там, допустим, в Европейском Союзе, что даже внутри американских многих процессов. Мгм. Так, значит, если
Павел, как философ, понимает философию всех сторон данного конфликта, может ли он объяснить следующее? За сложными операциями, например, как паутина, стоят любители чая, вроде вещь очевидная всем. Да. И переговорщик АК «Мы будем просто воевать» оттуда же. Кажется, что именно они – главное препятствие на пути к миру. Почему же на том острове не вырастают 100-метровые грибочки из пепла и огня? М, Короткий ответ, дорогой зритель, потому что тяжела-то шапка Мономаха. Нравится нам это или не нравится, но Россией управляют, повторюсь, люди, которые очень ответственно относятся к радикальным решениям эскалации. Я думаю, у этого терпения есть предел. И я думаю, как раз огромное горе нам всем то, что вот это терпение воспринимается как терпимость. Но вот причина, почему, соответственно, вот эти грибочки не распускаются, потому что тот, кто сейчас руководит Россией, пытается искренне взвесить все за и против, максимально там, ну говорю, не довести до греха. Но понятно, что рано или поздно, сколь веревочка не виться, все равно совьется в плеть, да. То есть, к сожалению, я просто здесь, понимаете, радости не считаю нужно испытывать. То есть, вот это, значит, такая радость, это да, давайте вот бахнем. Что радостного-то тут? Радости тут никакой нет. Это огромная трагедия, что вот, скажем так, страсти людей, принимающих решения, доведут до того, что с этой дорожки сойти не получится. Трагедия это огромная. Радоваться. Поживем еще маленько пока. Более 2000 лет назад были записаны знаменитые диалоги Сократа, пишет Алекс Шевченко. В них Сократ ведет дискуссию со своим и с современниками о важных вещах. Вопрос. Окей. Можете ли вы, как философ, написать книгу «Воображаемые диалоги Сократа с Карасем, Портниковым, Корчинским»? Нет, спасибо. Поберегите Сократа. За что вы так не любите Сократа? Все-таки, ну, нет. Давайте прямо говорить. Все-таки те люди, с которыми диалог вел Сократ, как бы, понимаете, вот мы о себе привыкли думать, что у нас, так сказать, есть массовое образование, поэтому мы настолько умны. Сегодня Сократу в мире бы нашлось бы мало собеседников, не уверен бы, что сам сгодился бы на эту роль, честно скажу. А уж тем более вот эта история. Ну, честно говоря, я так скажу, вы не забывайте, что Сократ был воином, он, если что, в походы ходил с мечом, поэтому, скорее всего, в диалоге с упомянутыми вами персонажами, да, как и с большинством современной медиа-средой, Сократ бы применил дзеновский прием щитом по голове. Вот, или вот в ответ на глубокомысленный, когда дискуссия зашла бы в тупик. Понимаете, все-таки дискуссия Сократа требует, чтобы стороны соблюдали банальные законы логического мышления. А у нас как бы эта планка, мягко говоря, невыполнимая. Назовем это так для большей части собеседников. После запретов Telegram, VPN, введения утиль-сбора, бесхребетности Кремля, завоза мигрантов, коррупционных скандалов, прочего бардака в России, есть шанс у россиян 20 сентября на выборах в Думу мирно изменить положение дел. Или мы с Украиной, один «мудрый» в кавычках народ, будем голосовать сердцем и опять выберем тех же, кто сидит там десятилетиями. В России уже есть осознанные силы за веру царя и отечества, пишет пользователь. Ну, давайте так, если вы за веру царя и отечества, уважаемый зритель, то вы точно должны знать, что выборы ничего не решают нигде. Поэтому сама постановка вопроса, что кто-то куда-то пойдет на выборы и что-то там изменит, несовместима с установкой на за веру царя и отечества. То есть, если вы за веру царя и отечества, то возложите свое терпение и ожидание на Господа и ждите, что когда исполнится мера, то есть так или иначе изменение, когда произойдет покаяние, то есть изменение ума в достаточном количестве людей, тогда появится и царь, и в общем, тогда процессы, скажем так, которых, возможно, чает ваше сердце, и начнутся. А вот возлагать свои надежды на, простите, выборы, это, ну, Псалом 145 прямо предупреждает. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же нет спасения. Так что надеяться на то, что выборы что-то меняют, это особенно... Слушайте, выборы уже в Румынии ничего не меняют. Это точно. Простите, вот, а вы пошли. То есть, если бы выборы, ну, или как еще в 19 веке, по-моему, Жан Генри писал, если бы выборы что-то меняли, нам бы точно не позволили в них участвовать.
Сколько крови, Игорь пишет, людской на совести Ватикана за все время его существования? Очень хочется ответ получить от компетентного человека, прямой и честный, а не так, как любят некоторые. Любовь к гоям на примере Палестины, Господи. сияющая вершина толерантности. Господи помилуй. Ну, короткий ответ, сколько точно не знаю. То есть, опять-таки, папочек не приносят. Как у большого любого геополитического субъекта, понятное дело, немало. То есть, абсолютное дело немало. Кто знает, ну, Господь знает. То есть, как бы, мне отомщение я с воздам, говорит Господь, поэтому за это можете не переживать. А так, ну, если говорить о Ватикане, Ватикан, конечно, является геополитическим субъектным игроком, и стоит его наблюдения. То есть, короткий ответ. Вопрос, здравствуйте, а кто три главных человека, влияющих на миропорядок, на ваш взгляд? Один из них, по моему мнению, Паралин, ну, типа не папа, а Паралин, а другие двое кто? Я думаю, то, что по-настоящему главных людей мы... Ну, самый главный человек, который влияет на мировой настоящий порядок, Иисус Христос. Вот это самый главный Но он же человек, не как совсем бы... не человек, Нет, он подождите. человек. Почему? Он Бога-человек. Полностью человек, ничего, он полностью Бог и полностью человек. В этом плане главный православный, как бы, знаете, ну, из таких шуточная теология, что всего лишь один был нормальный человек, и тот Бог. Это вот, как бы, вот в эту тему легко запомнить. Ну, то есть, полностью человеческая, у Христа, как бы, природа человеческая в полной мере. Вот. А если вот в том регистре, который задает вопрос, уважаемый зритель, где этот, как бы, где этот секретный комитет, дайте хоть понять, куда жалобу писать, то мой честный ответ – не знаю. Ну, то есть, вот честно скажу, не знаю. А гадать не хочу. Поэтому Мгм. вот. Так, поехали. Крымчанин, которому сегодня 75 лет. Родился в С юбилеем. Крымской... Дай бог вам здоровья. Да, родился в Крымской области РСФСР. Вырос в Крымской области УССР. Вклеил вторую фотографию в паспорт Украины. Вышел на пенсию гражданином России. Вопрос. Что этот человек может назвать родиной? И за какую страну Русь. должны были быть готовы отдать свою жизнь его дети и внуки? Ну, ответ здесь как раз всегда один. Это тот же самый анекдот, как с раввином из Мукачева, да? А ответ тут очень простой. То есть, то, что перечислил уважаемый, скажем так, зритель, это были скорее его государства, в которых ему довелось жить. То есть, исторические формы. А историосовская, то есть, суть, то бишь отечество, у него вряд ли менялось. Он, я думаю, как был русским человеком, так русским человеком, скорее всего, и остался. То есть, большой вот этот русский историосовский субъект, та самая купель князя Владимира, он, скорее всего, ну, то есть, по своему вот описанию, он прожил в ней всю жизнь. И поэтому, да, такое часто бывает трагедия, то, что форма с содержанием соответствует крайне слабо, крайне плохо, но тут это та самая линия борьбы, которая прежде всего проходит по сердцу каждого из людей. Уважаемому, повторюсь, зрителю только пожелать можно дальнейших лет и мудрости. Мудрости, чтобы детям своим и внукам объяснить ответы на те сложные вопросы, которые вот сейчас он нам задает. Сергей, переносимся в чат трансляции. Мы тут, давайте закроем голосование. Зачем Зеленский дергает за усы Лукашенко? 5% боится за Киев. Правильно делает. 14% хочет поссорить Трампа и Лукашенко. 36% выпрашивает ядерные удары. 46% хочет просто больше денег от Европы. Слушайте, Да, наверное, что-то между этим. Да, ну, здесь ваш чат, мне кажется, в принципе, я с ним соглашусь. Денег точно всегда пригодятся. денег много не бывает, это да. Так, поехали. Григорий Молчанов задает вопрос. Как вы видите выход из кризиса модерна? Философ связывал кризис современной цивилизации с попытками выстроить миропорядок, игнорируя духовные измерения и предельные вопросы. Ну, как через принцип Вавилонской башни. То есть не доходит через голову, перепробуем через печень. Ну, то есть сначала нужно, чтобы вот это разочарование или вот этот морок, который находится, он спал. Это, к сожалению, по-хорошему у нас не проходит. Поэтому выход их находится через вспоминание. То есть вспомнить, кто такие мы, вспомнить вообще, кто такой человек, ради чего он приходит в этот мир, для чего он приходит в этот мир, к чему направлены устремления человека. Вот это все вспомнить. Только так можно из этой истории выйти. Но поскольку вспоминать мы не хотим, потому что мы же не лох, то, соответственно, по граблям.
Мгм. Так, Жанет спрашивает: Здравствуйте, и с праздником вас. А Украина без Галичины была бы совсем другая и не было бы теперь войны? Или это не принципиально? Добра и здоровья. Я вот думаю, что на длинной дистанции нет. Ну, то есть Украина просто без Галичины могла бы быстрее перестать быть Украиной, мне кажется. Вот если честно. То есть без Галичины действительно вот здесь украинские националисты правы. То есть если бы не было вот Галичины, то Украина, условно сосуществуя с Россией, вошла бы в союзное государство уже там примерно в одно и то же время с Беларусью. То есть, мое мнение, просто вот и было бы такое большое удельное, ну, условно, вот это удельное образование в составе общего проекта. То есть, никто же не отрицает, что есть некий уровень особенности практик, да? Он есть. Но, во-первых, его пределы и масштабы совсем иные, чем представляется. Ну, и цель у него тоже небольшая другая. А так, ну, смотрите, Украина же вот во времена Российской империи, опять-таки, украинские земли, входя, то есть, повторюсь, все, ну, и длинный список того, что построено, насколько обогатилось уроженцы этой земли, обогатили общее дело, да, и вот точно так же это могло было бы обогатить. Но и поэтому, к сожалению, Украина без Галичины, здесь правы были бы украинские националисты, очень быстро перестала бы быть Украиной. И тогда просто вопрос, насколько вам ценно это. Так, дальше. Вопрос от Сергея. Почему искусственный интеллект настолько возвышается, как огромный прорыв на перспективу, без понимания, что алгоритмы массовому анализу информации, в том числе ложной, это и же есть умножение ошибок? Да, потому что у нас слишком много проблем с естественным интеллектом. А уж тем более у нас много проблем с естественным духом, с духовной жизнью у нас проблемы. Поэтому мы все надеемся, то, что... Ну, это же тоже самый пример повторения ошибок. Вот у нас получилось рай на земле построить, потому что у нас компьютеров было мало, а теперь мы рай на земле построим, потому что у нас суперкомпьютер все правильно посчитает. Мы же думаем, что наши все предыдущие гениальные проекты Вавилонских башен провалились, потому что у них информации было мало, не так посчитали, но вот сейчас посчитаем правильно. К сожалению, у нас проблемы с естественным, прежде всего, интеллектом, который, ну вот сказал безумен, Псалом говорит, сказал безумец в сердце своем нет Бога. Короткий ответ, потому что естественный интеллект хромает и безумен. Вот поэтому надежды возлагаются на искусственный. Русь переварит, а православит будущее и настоящие потомки мигрантов. Можно об этом помолиться, надеяться. Ну, смотря сколько. Тут короткий ответ, смотря сколько. Тут есть какие-то меры. До определенной меры переварят. После определенной меры, боюсь, цена будет большая. И повторим путь какого-нибудь... Ну, повторим путь Великой Армении или повторим путь там греков понтийских и прочего-прочего. Такого истории. Мгм. Антироссия — это Западная Украина, но она не страдает, а вот восточная часть Украины — это лояльная к Нет. России, ее уничтожают. Почему? Это не... Потому что это неправильный тезис. К сожалению, не то, что вот эта идея о том, что вот антироссия только на Западе, нет. Это как раз много думали в Кремле. Сама проект государственности Украины, он антироссия. Очень важно. Да, оператор этого проекта Западная Украина, ну, с недавних пор. Ну, например, опять-таки, тот же Донцов, например, он вообще уроженец Мелитополя, да? То есть я к чему? То, что страдают те, страдания проходят именно по государственной границе, по государственной принадлежности. Разделить это невозможно. То есть просто невозможно разделить. Это можно было бы разделить раньше, да, но это требовало бы внутреннего движения, да, а внутреннее движение оказалось невозможным. То есть тут же вообще можете как бы не знаю, это вряд ли утешение, конечно, будет. Да, ну, то, что могло ли оно пойти иначе. Да, все могло, конечно, пойти иначе, но пошло так пошло. Единственное, вот, повторюсь, мое принципиальное разногласие, что антироссия – это не просто Западная Украина. Можно сказать, что там бы наибольшая его концентрация и так далее. Но, простите, книга «Украина не Россия», написанная Леонидом Кучмой, она не про Львов, она про украинское государство как таковое. И Ну, это вот тот... Павел, извините, чи не книга. Ну, елки-палки. символы, дорогой Александр, символы правят, скажем так, символы и знаки правят нашим миром. Рассказывал вчера Символичное Кузь слово. Бондаренко про эту книгу, Да, что я... прижали Кучму, и для того, чтобы вышел сухим из воды, чтобы не бегали за ним, как сейчас там за Ермаками, там по пленкам издал эту книгу, и все. Запад проглотил, и Когда, сейчас хорошо живет.
как это? Ну вот вы знали бы, как бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Когда бы вы знали, из каких гейтов растут символы, так сказать, государственности? Да. Это точно. Так, добрый вечер. Вопрос Павлу. Будет ли снесена мечеть и возведен храм в Израиле? К чему это приведет? Спасибо всем мира. Олег. Господи. Ну, короткий ответ, я думаю, да, когда не знаю. То есть, но это будет событие важное. Вот его мы точно с вами не пропустим. Павел, И- да. Нет, я просто к тому, что когда я говорю, думаю, да, это может быть там в этом году, может быть через 10, может быть через 100, да. То есть, я вот когда говорю, когда не знаю, я вот прям конкретно не знаю. Вот. Но финальный ответ – да. Вот. Мгм. Все. То есть евреи своего добьются. Сионисты своего Ну, добьются, да. сионисты, да. Правильно будет говорить. Павел привлекался в роли консультанта какой-нибудь политической силы когда-нибудь? Или Нет, и у кого хотел бы слава богу. консультировать? Кого хотел бы консультировать? Вот. Нет, слава богу, как политическим консультантом меня никто не привлекал, и упаси Боже. Вот что называется. Преподавать могу, а это другое. Но это другое. Мария, так зачем же Россия, в скобочках Ельцин, разрушила целостность наших государств? Ну, во-первых, потому что ни один, ну, не Ельцин сколько лично, там это был как раз это мероприятие уже было коллективное, да, то есть вот вместе сообразили, вместе не расхлебывать. Напоминаю, с этой точки зрения больше всего вины, конечно, ну, не то, что вины, ответственности понесет все 4 участника великолепных Беловежских соглашений, да, вот. А так, ну, короткий ответ, так мы этот ответ много с вами говорили, потому что тогда казалось, вот это, так, в широком смысле, андроповская элита 70-х годов, она искренне думала, что сейчас произойдет конвергенция, да, то есть СССР разрушался намеренно в рамках процесса создания вот этого мирового, счастливого, конвергированного состояния капитализма и социализма под общим руководством ООН. Вот хотите верьте, хотите нет, те люди в тот момент гораздо ближе к этому. Ну, то есть у них, конечно, были личные интересы, они еще в процессе, понятно, свой личный статус в этом будущем миропорядке повышали, ну, там, через приватизацию, через вот эти все истории. Но если смотреть на фундаментальную составляющую, то главный ответ – СССР разрушался, потому что миру мир. Мгм. Вот ради мира на земле, ради мира во всем мире советская элита разрушала СССР как жест доброй воли для построения глобального общества, общечеловеческого развития. Примерно так. Так, значит, ну, тут пишут там, обсуждают Судоплатова, который преступник, осужден на 15 лет Советским Союзом. В Украине? Нет, Советским Союзом. Ну, было Отсидел дело. весь срок. Вот. Поэтому, ну, в общем, как бы С отмечают. героями бывает у нас и так, да. Да, Бывает и так с по-всякому героями. бывает. Ну, давайте вот такой вопрос. Мы так начинали с Руси, да, вот Магомед Мужухоев пишет нам. Это, кстати, интересно. Россия – наследница Киевской Руси и Золотой Орды, Запад и Азия. Романовская Россия сделала Россию Европой. Может, в этом и есть множество бед и трагедий для нас и будущих поколений? Вот такой Ну, вопрос. я вообще считаю то, что главная наследница России, она не Киевской Руси даже, и не уж тем более Золотой Орды, в таком, как это рисует, я не евразиец в этом. А Россия парадоксальным образом является наследником цивилизации Средиземноморья, то есть через Византию. То есть вот, повторюсь, вообще Россия отрицает само действительно деление на Запад и Восток. Но для того, чтобы это преодолеть деление на Запад и Восток, нельзя начинать с Киевской Руси и с Византии. Надо вспомнить о том, собственно, ее эсхатология прямо говорит Третий Рим. То есть Рим как вот эта территория. То есть Россия – это Третий Рим. Это не Запад и не Восток, и уж тем более это не степь против леса. Это именно Третий Рим, это Третье Вселенское царство, которое взяло от себе парадоксальным образом, промыслительным, получило возможность подключиться ко всему вот этому древнему наследию, которое, опять-таки, не западное. Я вот просто рекомендую, тут тоже, знаете, когда говорят, что там Греция – это Запад, съездите в Грецию. А вообще, если посмотреть на греческий античный мир, то большая его часть находится в Турции,
Сирии, Египте, Палестине и прочих товарищах. Вот это центр на самом деле античного мира. Вот тут у нас недавно будут строю иллюстрировать. Там вот основной сюжет вообще вот в этих регионах происходит, а не, так сказать, не на английских берегах и не в долине Рейна, да, там, и не Белунгами. Поэтому ответ России в том, то, что ее очень важно... То есть России нужно вырваться из вот этой действительно нужно вырваться из западноцентричной парадигмы, навязанной там немецкими историками в XVIII веке, позднее философами просвещения, которые были не критично приняты, и осознать, именно вспомнить свое основание как, ну, по сути, себя как точка отсчета, но не от себя, а как вот финальное. То есть мы с вами начинали эфир с переходящего знамени, и здесь вот стоит это закончить. То есть Россия действительно приняла на себя знамя империума, приняла на себя вот эту всю древнейшую традицию, можно сказать, традицию традиции с большой буквы, да, и поэтому, как империя, она может в себя вбирать все, но опять вбирать она в себя все может только сохраняя свое ядро и корень. А ядро и корень, вот, ну, как я уже говорил, отвечая на вопрос ваш, а чье это? А чье это, конечно, Христа. И только с этим условием возможно сохранение себя, а не превращение в какой-нибудь, как он, Джайпура-Бадат, какой-нибудь очередной штат на индийско-китайской границе. Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Я очень благодарен за время и мысли. Вам спасибо, Александр. Друзья, берегите себя, несмотря ни на что. Увидимся. Всем добра и света. До скорого. До скорого.